Дорогие братья и сестры, по многочисленным просьбам я прокомментирую вопросы и опасения, связанные с будущей вакциной от коронавируса. В комментариях к предыдущим роликам эта тема постоянно всплывала, и люди с полной уверенностью говорили, что в этой вакцине будет чип. Про чип уже было предыдущее видео, я здесь не буду повторяться. Другие говорили, что вакцина эта от коронавируса будет менять наше ДНК, так чтобы убрать из нашего ДНК ген Бога, и мы стали неверующими. Третьи говорили, что с помощью этой вакцины нас всех сделают бесплодными. Четвертые говорили, что посредством этой вакцины на самом деле и будут заражать коронавирусом. Пятые говорили, что будут заражать, но не коронавирусом, а другими заболеваниями. Так что человек будет гарантированно умирать через полгода после вакцины, но в крайнем случае через год. Другие говорили, что болезней в самой вакцине не будет, но она будет убивать наш иммунитет. Так что из-за этого убитого иммунитета мы будем больше болеть и помирать. Большинство людей писали все это с полной убежденностью, и многие из них абсолютно уверены в том, что вакцину от коронавируса разрабатывает Билл Гейтс, а от него хорошего не жди, поскольку, мол, от его вакцин в Индии 500 000 детей умерло, а в других странах множество женщин стали бесплодными. Я прекрасно понимаю, что все эти люди придумали это не сами. Это все они почерпнули с Ютуба, где-то, может быть, и с текстовых страниц интернета, от различных конспирологов, которые вот все это транслируют в массы. И читая все это, меня поражало одно, и хотелось сказать всем этим дорогим комментаторам одно: братья и сестры, вакцины еще нет, а вы уже знаете, что в ней будет. Как такое может быть? Просто задумайтесь, как вы можете что-либо утверждать или верить тем, кто вам что-либо утверждает на этот счет, про то, что будет в вакцине, когда самой вакцины еще нет. И во всем этом так много лжи, такой огромный клубок лжи, что я, честно вам скажу, даже не знаю, с какой стороны подступиться, чтобы начать его распутывать. Во-первых, все вот эти комментаторы, несмотря на их расхождения по поводу того, что содержится в вакцине, убеждены в том, что вакцина одна. Вот она сейчас готовится Биллом Гейтсом, одна вакцина для всех. На самом деле, в настоящий момент в мире разрабатывается минимум 133 вакцины от коронавируса самыми разными лабораториями и институтами. Вот привожу картинку, но там устаревшие данные. Не 124 по последнему списку, 133 вакцины от коронавируса находятся в разработке. И эти разработки ведутся самыми разными странами. США, Китаем, Германией, Англией, Японией, Испанией, Индией, Нидерландами, Таиландом, Казахстаном и, конечно же, Россией. Только в нашей стране одновременно разрабатывается 47 вариантов вакцины или 47 вакцин, возможных вакцин от коронавируса. Происходит целая мировая гонка, кто первым изготовит вакцину. Кто станет победителем, неизвестно. И весьма вероятно, что победитель будет не один. Для некоторых стран или конкретных лабораторий или исследовательских центров в этих странах это вопрос собственного продвижения и заработка. Для некоторых стран это вопрос престижа, например, для Китая. По вполне понятным причинам китайцы очень хотят, чтобы именно они разработали ту вакцину, которая действительно будет работать. Уже даже одного вот этого факта, на мой взгляд, вполне достаточно для того, чтобы понять нелепость от приведенных выше страшилок. Более того, лично я считаю, что в итоге одобрят не одну вакцину, а несколько вакцин. Поскольку мне, например, крайне трудно представить, что, допустим, США согласится
использовать китайскую или российскую вакцину. Это политический вопрос. Я убежден, что они будут добиваться, чтобы по крайней мере, у них была американская вакцина. Китай, в свою очередь, тоже, думаю, не в восторге будет, если ему предложат закупать вакцину в Америке. Учитывая все это, на мой взгляд, весьма вероятно, что вакцин одобренных будет несколько, может быть, 2 или 3. Посмотрим. Может быть, их будет еще больше, потому что этот вирус мутирует. И есть уже множество разновидностей этого коронавируса. И эта будущая вакцина или вакцины, которые пройдут в конце концов клинические испытания, неизвестно, будет ли она универсальной и действовать на все версии коронавируса, или же там для каждой ветви этих разновидностей коронавируса, допустим, нужно будет делать свою вакцину. Ничего не известно. Неизвестно, какая она будет. Будут ли ее колоть через шприц или там капли в нос, допустим. Неизвестно даже такие вещи. А конспирологи вам вещают самоуверенным видом, что они уже будто бы знают, что конкретно там внутри этой вакцины будет. И еще один момент, связанный с этой гонкой. Представьте, допустим, Китай разработал вакцину первым. Она прошла испытания, она была одобрена. И Китай, конечно же, заинтересован в том, чтобы продвигать эту вакцину не только на своей территории, но и в других странах. В этом смысл гонки. Все хотят сорвать куш как можно большего объема этих доз вакцины. И представьте, эта китайская вакцина попадает, допустим, в Италию. И там после нее люди начинают через полгода умирать. Или же люди заражаются коронавирусом от этой вакцины. Или же женщины становятся бесплодными. Или же резко падает иммунитет. Каким подарком это будет для остальных участников гонки, которые не преминут воспользоваться этим для того, чтобы дискредитировать китайскую вакцину и сказать: видите, какая она плохая, наша хорошая, нашу возьмите. И вы думаете, Китай будет в восторге от такого поворота событий? Думаете, Китаю это будет выгодно? Теперь поставьте вместо Китая любую другую страну, которая разрабатывает эту вакцину. Кому будет выгодно под видом вакцины от коронавируса продвигать то, что будет вредить людям массово, всем? Это будет позор национального масштаба, который, кстати говоря, чреват финансовыми выплатами. Потому что, условно говоря, родственники умерших итальянцев из-за, условно говоря, плохой китайской вакцины, они ведь подадут в суд на Китай. Из Китая будут требовать компенсации. И в Америке, если мы будем говорить про Америку, та же самая история. Американцы любят судиться со своими собственными корпорациями. Не правительство США разрабатывает вакцину, разрабатывают несколько центров научных. С тем, который разработал, с ним и будут судиться. Нужно это этому центру? Какой в этом смысл, какая выгода? Может быть, вы верите, что люди, ученые, которые разрабатывают эти вакцины, это просто полные подонки, отморозки, которые все, все в 133 научных организациях мечтают истребить человечество. Возможно, вы верите, что врачи, которые будут делать эти вакцины, и видеть, как потом пачками умирают через полгода вакцинированные ими, и будут продолжать вакцинировать, это все бессовестные люди, готовые молчаливо участвовать в геноциде собственного народа. Возможно, вы в это действительно верите. Но даже если вы в это действительно верите, даже если бы действительно все они были такими, они все равно не смогут себе это позволить. Именно в силу этой конкуренции и в силу того, что внимание всего мира приковано к этой вакцине. Ждут не абы какую вакцину. Ждут ту вакцину, которая действительно будет работать. И с минимумом побочных последствий. Кстати, что касается этих последствий, есть люди, и мне они тоже писали,
опасения которых я могу назвать вполне здравыми. В отличие от опасений о том, что посредством вакцины нам изменят ДНК, удалив из него ген Бога. Это чушь и фейк. Вот, кстати говоря, тоже некоторые пишут мне, откуда у вас столько времени, как вы все успеваете. Не успеваю я все, и времени не хватает. Вот фейк про то, что якобы там есть ген Бога, и вакцина там от него придумана, он разобран. Я вот хотел записать видео его опровержения, но вот не хватило времени. Ну, вы можете сами поискать, погуглить. Хотя ладно, я укажу ссылку в описании на английском языке, но с помощью Google переводчика можно прочитать, понять. Это фейк, ложь. Нет никакого гена Бога в человеке и нет никаких вакцин, меняющих ДНК. Похожая тема и с бесплодием. Вот якобы Всемирная организация здравоохранения сознательно старается стерилизовать женщин посредством вакцины. Эту тему про вакцину от столбняка вбросили еще там 25 лет назад. И вот некоторые люди мне писали, что на Филиппинах в 1995 году суд принял решение запретить вакцины от столбняка, распространяемые ВОЗ. В Кении там католические епископы выступили против вакцин от столбняка. Еще там где-то. Ну, я с этим постарался разобраться. И немножко копнув, увидел множество серьезных разоблачений всего этого. Я не хочу вас всем этим грузить сейчас и раздувать, соответственно, хронометраж этого видео. Приведу ссылки, тоже на английском, в описании. Кому надо, читайте. Если эта тема интересует, много пищи для размышлений получите. То же самое касается и утверждений про то, что вакцины Билла Гейтса якобы привели к смерти, к параличу почти полумиллиона детей в Индии, и поэтому программа по вакцинированию от полиомиелита была свернута индийским правительством. Это тоже ложь, и тоже ссылки укажу в описании. Это было вброшено в американские соцсети в апреле этого года. И вброс этот проверяли. Никаких подтверждающих фактов авторы и распространители данной информации не приводят. И это все противоречит реальным фактам. Программа по вакцинации от полиомиелита была свернута, потому что полиомиелит в Индии был побежден благодаря этой программе вакцинации. Это просто очернительская кампания, заказана, как выяснили, Робертом Кеннеди. Думаю, опять будут писать в комментариях: вот ты защищаешь Билла Гейтса. Во-первых, я защищаю наших людей, которых пугают тем, что якобы Билл Гейтс разрабатывает вакцину против коронавируса, с помощью которой он собирается их убить. Билл Гейтс в моей защите не нуждается. А вот эти люди, я думаю, что нуждаются. А во-вторых, как я уже многократно говорил, христианин не должен поддерживать ложь ни по отношению к кому бы то ни было. А если кто-то считает, что про того, кто тебе лично не нравится, врать можно, то такой человек очень мало что знает о христианстве и, видимо, не читал Евангелие. Вообще нужно сказать, что среди тех людей, которые испытывают какое-то опасение по поводу будущей возможной вакцины от коронавируса, есть люди с самыми разными и несовпадающими позициями. Во-первых, есть убежденные антипрививочники, которые вообще в принципе против любых вакцин и считают, что любые вакцины – это зло. Ничего хорошего от них не было и ни к чему хорошему они привести не могут, это просто заговор против человечества и так далее и тому подобное. Другие люди не против вакцин, в принципе, но против вот конкретно этой вакцины от коронавируса. По тем соображениям, которые я привел в начале ролика. Третьи не против даже и вакцины от коронавируса, но против того, чтобы ее всем навязывали в обязательном порядке. То есть, как мы видим, позиции очень разные. Разбирать всю эту тему, все эти позиции подробно, честно говоря,
Задача слишком объемная для одного видеоролика, да и думаю, что не мне ее надо решать. Но прокомментирую, вот, по крайней мере, некоторые вещи, поделюсь своим видением с вами. Во-первых, я не согласен с позицией, что вакцины – это только зло, надувательство, мошенничество, они не работают и так далее и тому подобное. С помощью вакцинации удалось победить черную оспу, во многих странах полиомиелит и еще ряд заболеваний. При этом в некоторых доводах умеренных антипрививочников есть рациональное зерно, и я его признаю. Действительно, в истории были примеры, особенно там, в середине, например, прошлого века, тем более в более давние времена, были примеры, когда вакцинация приводила к вреду значительному количеству тех, кто подвергся вакцинации. Как правило, это было связано с несовершенством вакцины. И привело это в итоге к ужесточению правил утверждения вакцин. Однако даже после этих правил, после ужесточения, все равно, конечно же, у вакцины есть побочные эффекты. И даже та же самая Всемирная организация здравоохранения со своей стороны подтвердила, что бывает паралич у детей как побочный эффект от вакцинации от полиомиелита. Но бывает он в количестве 1 на 2 миллиона 700 тысяч. И от всех детей, которые в Индии были привиты от полиомиелита во время вот этой акции многолетней, таким образом порядка 17 детей получили вот этот печальный и ужасный побочный эффект. И это не скрывается, это открытая информация. От других вакцин тоже бывают побочные эффекты. Почему же тогда вакцинами пользуются? Потому что они спасают жизни в 1000 раз больше, чем вот дают таких побочных эффектов. Миллионы детей были спасены благодаря вакцинации от полиомиелита. Это тоже открытые данные. Итак, негативные побочные эффекты от вакцинации возможны и бывают. Но ведь точно так же побочные эффекты бывают и от обычных лекарств, которые мы принимаем. Если вы откроете инструкцию по применению, то там обязательный раздел «Побочные эффекты». И в некоторых лекарствах такие бывают побочные эффекты. Один раз я видел в качестве побочного эффекта даже летальный исход. Ну, это, конечно, редко. Но если вы посмотрите, у всех лекарств или почти всех лекарств есть побочные эффекты. Знаете ли вы об этом? Знаете. Отказываетесь ли вы от всех лекарств? Подозреваю, что нет. Почему же не отказываетесь? Да потому что понимаете, что да, риск есть, но этот риск меньше, чем угроза вашему здоровью, если вы вообще не будете лечиться. Вакцина в данном случае ничем принципиально не отличается. Здесь побочные эффекты у лекарств и у вакцин побочные эффекты. Если это не останавливает нас в отношении лекарств, то почему должно останавливать в отношении вакцин? Знаю, некоторые православные верующие, они вот говорят, что вот мы против и лекарств тоже, и лекарства мы тоже не хотим принимать, тоже химия, зачем травить свой организм, и тоже побочные последствия и так далее. Но вот я знаю совсем немного таких людей лично, да, поэтому, конечно, выборка не очень презентативна, но зная их, я могу сказать, что когда начинается серьезная болезнь, сразу все это выветривается и принимают они все лекарства. А пока ты более-менее здоров, тогда, конечно, зачем тебе лекарства? Но это так, отступление. И, кстати, да, нужно сказать, что и борьба с прививками отнюдь не безобидное дело. Она тоже имеет побочные последствия в виде заболевших и умерших от болезней детей и взрослых тоже. Вот приведу один пример. В 2002 году в Нигерии уже подходила к концу деятельность по вакцинированию населения от полиомиелита. Полиомиелит был почти побежден. В 2002 году всего 202 ребенка умерло
в Нигерии от полиомиелита. Однако не удалось завершить вот этот проект, потому что на севере, в мусульманских регионах, многие лидеры местных общин агитировали своих последователей, своих сторонников не ходить и не вакцинироваться, не вакцинировать детей от полиомиелита, говоря, что это на самом деле заговор Запада против мусульман, они хотят уничтожить мусульман посредством этих прививок. И после этого начался рост детских смертей от полиомиелита в Нигерии. И через несколько лет уже в 6 раз больше умирало детей от полиомиелита в год. Эти дети были бы живы, тысячи детей были бы живы, если бы не старейшины-антипрививочники, поверившие в теорию заговора. И у нас в России тоже были примеры вспышек болезней в тех общинах, которые воздерживались от прививок. Так что ситуация, она в данном случае не выглядит так, что ты выбираешь, грубо говоря, вот здесь вот привиться и подвергнуть своего ребенка риску, а здесь не прививаться и не рисковать своим ребенком. Нет, ты в любом случае рискуешь своим ребенком. Еще одна проблема с вакцинацией, если говорить глобально, да, не про коронавирус сейчас, а глобально, по крайней мере для нашей страны, это несоблюдение условий для вакцинации, умалчание, сокрытие от пациентов противопоказаний, потому что есть противопоказания, как для лекарств есть противопоказания, так и для вакцин есть противопоказания. Мне доводилось не раз слышать о том, что у нас отнюдь не разъясняли врачи ничего по поводу противопоказаний. Что, например, если ребенок только что перенес какое-то там заболевание, даже там простудное, он не может вакцинироваться определенный длительный период времени. Вот такая халатность со стороны врачей, она в свою очередь способствует увеличению количества побочных эффектов. И это плохо, это ненормально. И я согласен с теми умеренными критиками прививок, которые, указывая на все это, говорят о том, что нужно относиться внимательно к тому, от чего твоего ребенка собираются прививать, что это за вакцина, какие есть противопоказания и так далее. Ответственно подходить к этому вопросу. С этим я совершенно согласен. Но позиция, что вообще прививки зло, она меня, знаете, еще чем удивляет, то, что ведь все это пишут мне привитые люди. Те, кто пишет, что все, прививки нас убивают, все были привиты. Если кто моего возраста или старше, были привиты в советской школе. Все обязательно. Ну, за исключением были тоже противопоказания. Ну, скажем так, почти все были привиты в советской школе. И если кто помоложе, в роддоме прививают сразу после рождения. Мы все уже через это прошли, мы все привитые. И как бы, живы-здоровы. Да, бывают люди, которые пострадали из-за побочных эффектов, бывает. Но процент таких случаев мизерный. В основном у нас проблемы с демографией. Они не с этим связаны, не с прививками, а с абортами. С ранней беспорядочной половой жизнью, которая приводит к заражению венерическими болезнями и впоследствии становится одной из причин бесплодия. Это вот две основные причины бесплодия, насколько я читал, по крайней мере, об этом. Но возвращаясь к прививкам, тоже меня удивляет вот этот панический страх перед прививками. И вот движимые, видимо, этим страхом, несколько комментаторов мне писали: а вот пойди попробуй, сделай прививку от коронавируса. Вот посмотрим мы тогда. Кто-то там писал: я тогда тебе поверю, когда ты первый сделаешь себе прививку от коронавируса. Ребята, да без проблем. Я вот удивляюсь, насколько же нужно быть запуганным, чтобы искренне верить, что все точно так же запуганы, что я тоже это просто говорю для других, а сам, оставаясь наедине, я сажусь в уголок и трясусь при мысли о прививках. Я был привит в советской школе, и когда мне нужно было лететь в Африку, пошел в ноябре, сделал прививку от желтой лихорадки. Это обязательное требование для посещения некоторых африканских стран. И выжил, видите, сижу перед вами. И ради того, чтобы сломать хотя бы у некоторых вот эту стену страха,
Я лично готов получить вакцину от коронавируса, когда она будет готова, пройдет клинические испытания, будет утверждена. Я реально не боюсь этого. Теперь еще по поводу тех, кто боится. Некоторые боятся из-за того, что они представляют, что вакцина – это сам вирус, только какой-то там маленький. Да? Вот. Это несколько, скажем так, уже ограниченное, отчасти устаревшее представление о вакцинах. Действительно, там ранние вакцины, ну и некоторые сейчас тоже есть, которые делаются с использованием живого вируса, штаммов, но обезопасенного, да, чтобы он не представлял угрозы. Другой тип вакцин, где используют мертвые штаммы вируса. Третий тип вакцин, где вообще нету штаммов вируса, ни живых, ни мертвых. И какого типа будет вот это гипотетическое будущее вакцины от коронавируса, мы не знаем. Работают в разных направлениях, по разным типам. Кто победит, ну, опять же, покажет время. На короткой дистанции сейчас 10 вакцин из 133. Другие высказывали опасения или недоумения в связи с тем, что слишком уж быстро делается вакцина. Потому что некие люди, даже некие врачи говорили, что она должна делаться долго-предолго. А нам обещают, что она будет быстро-быстро. Ну, насчет обещаний про быстро-быстро, я думаю, что на самом деле не настолько быстро она будет. Это во-первых. А во-вторых, опять же, я когда немножко почитал про эти вакцины, ну, вот этот вопрос для меня снялся. Почему? Потому что не с нуля делают вакцины, по крайней мере, некоторые. Да, я не говорю сейчас там про все 133 вакцины, там какая-то может быть и с нуля, и может быть многие с нуля. Но у нас в России, в частности, используют наработки, то есть взяли вакцину от другого вируса, уже рабочую, уже проверенную, прошедшую испытания, и ее видоизменяют так, чтобы она работала и против коронавируса. И как вы все знаете, все те, кому доводилось использовать заготовки, это серьезно экономит время. Это первый момент. Второй момент. Опять же, я не специалист во всем этом и не выдаю себя за специалиста. Но я просто, ощущая ответственность перед моими зрителями, стараюсь изучить, насколько это в меру моих слабых сил, тот вопрос, которому я посвящаю видео. Так вот, читая профессионалов в этой области, я от них услышал, что, собственно, разработка вакцины – это не такое долгое дело, не обязательно длительный процесс. Разработать ее можно и быстро. Основное время – это клинические испытания. Сначала там этап в пробирке, потом на животных, а потом на людях. И вот это занимает как раз-таки основное время. Ну, здесь тоже некоторые, скажем так, срезали углы. Каким образом? Я вот, честно говоря, не помню, это в Китае или у нас, или еще где-то, но я читал о том, что там разрешили параллельно проводить. То есть в результате все три процесса апробации, они будут соблюдены, но только не последовательно, а параллельно на животных и на людях, что тоже, как мы понимаем, дает некоторое экономию времени. Но даже несмотря на все эти срезания углов и экономию времени, прошло уже много месяцев, а работы над вакциной от коронавируса, если вы забыли, начались почти сразу же, как только о нем стало известно. Так вот, несмотря на все это, вакцины до сих пор нет, и когда она будет, неизвестно. Можно ли опасаться, что вот все равно из-за какой-то такой спешки вакцина будет какая-то недоработанная, несовершенная, опасная? В принципе, может быть и возможно. Но учитывая вот этот, во-первых, момент конкуренции между теми, кто разрабатывает эту вакцину сейчас, а во-вторых, особо пристальное внимание всего мира, ведь это же пристальное внимание всего мира, оно будет не только к факту появления вакцины, но и к тому, как она работает. Вас это интересует, меня это интересует, всех остальных в мире это интересует. Учитывая вот эти факторы, я полагаю, что это является достаточным стимулом для того, чтобы какую-то совсем уж халтуру или что-то небезопасное, не говоря о том, чтобы заведомо вредное для человека, не предлагали бы в качестве вакцины.
Еще также некоторые писали о том, что вот этот вирус мутирует, и поэтому вакцины от него все равно быть не может. Они смотрели видео какого-то врача, который им это сказал. Это правда, что вирус мутирует, и в этом смысле он сложнее, чем тот же вирус полиомиелита. Но вакцины от таких вирусов тоже научились делать. И в том числе и вакцины от гриппа. И у меня в комментариях тоже люди писали, которые вакцинируются от гриппа каждую зиму и видят хорошие плоды благодаря этому в своей жизни. Были, впрочем, и те, кто писал, что вот там, не знаю, моя знакомая или моя родственница, вот она вакцинировалась от гриппа и все равно потом болела. Но чем болела? Ведь кроме гриппа у нас множество других ОРВИ. Вакцина от гриппа на них не распространяется. И опять же, вакцина не обязательно гарантирует, что человек не заболеет болезнью. Но даже если он заболеет, она обеспечивает более легкое, щадящее протекание этой болезни. Ну и, наконец, последнее, что я скажу, это по теме вот всеобщей обязательной вакцинации. Современные свободолюбивые люди воспринимают это как некое насилие, и вообще как бы обязаловку у нас никто не любит. Но, опять же, если учесть, что многие, говорящие все это моего возраста или старше, то у меня тоже это вызывает недоумение. А в Советском Союзе нас спрашивали, это же было обязательно и тогда. Некоторый элемент обязательности, по крайней мере для определенных категорий работ, и в России действует давно. Вот я процитирую вам Федеральный закон номер 157 об иммунопрофилактике инфекционных болезней от 17 сентября 1998 года. В нем говорится, что граждане имеют право в письменной форме отказаться от вакцинации. Однако отсутствие профилактических прививок имеет немало последствий, таких как запрет для граждан на въезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными правилами требует конкретных профилактических прививок, временный отказ в приеме граждан в образовательные и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний, отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. То есть здесь ничего нового нету. Массовая вакцинация нужна не для того, чтобы уничтожить собственное население. Я, честно говоря, не вижу смысла для властей уничтожать собственное население, потому что это сокращение налогоплательщиков, сокращение рабочих рук, это проблемы, в конце концов, для власти. Массовая вакцинация в случае серьезных угроз инфекционных производится для выработки коллективного иммунитета против того или иного конкретного заболевания. Опять же, можете почитать про коллективный иммунитет, что это такое. Я не думаю, что мне нужно здесь сейчас все это пересказывать. Однако и здесь, как следует из недавнего заявления Геннадия Онищенко, еще нету окончательной ясности, будет ли принято решение об обязательной вакцинации всего населения. По его словам, на сегодня нет однозначного понимания в данном вопросе. Возвращаясь к теме вакцины от коронавируса и заканчивая эту тему в данном видео, я хочу еще раз напомнить, что вакцины пока что нет. Когда вакцина появится, тогда и нужно ее обсуждать. Какие она испытания прошла, какие результаты показала, кто ее разработал и так далее. А до этого вот эта вот накачка нашего населения предубеждением против вакцины, на мой взгляд, направлена как раз-таки на геноцид нашего населения, на его сокращение, чтобы как можно больше именно православных людей не вакцинировалось и в результате были бы более подвержены риску заболевания коронавирусной инфекцией и, соответственно, более высокий риск имели бы смертельного исхода. Я не говорю, что те, кто продвигает все эти идеи, они так вот прям специально продумывают. Может быть, это просто безответственность, поверхностность с их стороны. Может быть, они просто гонятся за хайпом. Да, мне, кстати, забавно, что меня обвиняют некоторые противники, что вот я хайпую на этих темах. Дорогие, если бы я хотел хайповать,
я бы говорил прямо противоположное. Я бы говорил то, что нравится толпе. Я бы говорил: о, прививки ни за что, ДНК вашу изменит, гена Бога лишат и всякий прочий бред. Всякую вот эту конспирологическую чушь, которая прекрасно заходит массам, к сожалению, к большому сожалению. То, что я говорю, отнюдь не популярно, и я прекрасно осознаю, сколько в мой адрес прозвучит очередных 5 минуток ненависти после этого видео тоже. Но у меня есть ответственность перед теми, кто мне доверяет. Я должен говорить правду. Это во-первых. А во-вторых, если мое видео поможет хотя бы кому-то сохранить здоровье или жизнь, я готов ради этого вытерпеть сколько угодно ушатов помоев и нелепых обвинений. Еще раз повторю, что в позиции тех, кто высказывает настороженность по отношению к некоторым особенностям вакцинации в нашей стране, есть рациональное зерно. И есть вина тех, кто осуществлял вакцинацию некорректно, неправильно, с нарушениями, с халатностью и так далее. Но и впадать из-за этого в ту крайность, что теперь все, любые прививки зло, они нас всех убьют и так далее, это уже, на мой взгляд, совершенно неадекватно и неправильно. В этом видео я высказал свое, сугубо мое личное мнение, мое отношение, мой комментарий для тех, кому это было интересно и важно. Благодарю всех за внимание, желаю вам хорошего, крепкого здоровья и храни вас Господь.